Всем привет, я Дарья Спейс, и я наконец-таки записываю обзор нового скетчбука. Я уже говорила об этом в своем новогоднем видео, но, думаю, далеко не все из вас его смотрели, так что скажу и здесь. Дело в том, что это с середины прошлого года я стала рисовать куда аккуратнее, и из-за этого у меня теперь уходит больше времени и на набросок, и на полноценную работу в целом. Так что, скажем, если в 2015 году я могла нарисовать в диджитале персонажа по поясу так за 1,5 часа, за час-полтора, то теперь у меня может уйти и 3-4. Плюс я очень люблю забивать на свои скетчбуки. Скажем, если мне захочется позаниматься куклами, посмотреть какой-то сериал или рисовать только полноценные работы, я спокойно могу забыть о скетчбуке и на 3 недели, и на месяц, и больше, так что это тоже проблема. Что же касается самого скетчбука, он, как и все остальные, самодельный, на скобах. Здесь я до этого говорила 20 страниц, на самом деле это 40. Это 20 разворотов уходит или листов. Бумага, по-моему, обычная для рисования от госзнака. Вроде. По наклейкам ничего из моего, это все какие-то картинки с интернета, которые я просто распечатала и решила наклеить. Как видно, начинала я его аж 5 ноября, но нарисовала в итоге только эту дамочку и еще других дамочек на следующем развороте и забыла о нем этак на месяц, наверное. Я умею, я могу. Здесь я решила выписать свои слабые черты и то, над чем мне стоило бы поработать. Не все из этого я выполнила. Я порисовала руки и уши, ноги тоже довольно много, и модные штуки тоже здесь есть. Все остальное я просто перенесу на следующий скетчбук. Да и, в принципе, про руки и ноги мне тоже забывать не стоит, потому что это далеко не самые сильные мои стороны. Здесь я зашла на Pinterest и нашла такое классное платье из какого-то музея и решила нарисовать дамочку в нем. Это мне нравится куда больше, чем правая, хотя она вроде поярче. А еще я тогда только заметила, что я люблю рисовать слишком длинные руки, и только потом замечаю, что они слишком длинные. Зачем мерить? Нет смысла. Вот, собственно, нарисовала этих дамочек и забила на скетчбук. Это тоже по фото с того же Пинтереста. Не уверена, что синий линер, по-моему, это был. Вроде линер. Сюда подходит, лучше бы оставила в карандаше, но тогда я просто смущалась, что у меня, по сути, все рисунки в скетчбуке только цветными карандашами. Хотела использовать что-то еще, но здесь, мне кажется, не очень смотрится. И попытка в ворону, которая выглядит странновато, мне кажется. Здесь было хреновое лицо, которое я решила заклеить хат-хат наклеечкой со Стивом Абаки. И Ньют. Здесь будет еще один. Забавная история, что, в принципе, от фантастических тварей я не в восторге, но Ньюта рисовать я люблю. Просто потому, что очень милый персонаж. И идем дальше. Разница в месяц. Все нормально. Здесь я вспомнила, что у меня не очень хорошо получается рисовать грудные мышцы и торс мужской. Поэтому пошла на тот же Pinterest, поискала фото всяких моделей и нарисовала вот этих парниш. А это я нашла какой-то классный доспех и решила тоже его нарисовать. Так что да. Да, это, по-моему, синие линеры. И здесь, не знаю, вроде нормально смотрится, но мне до сих пор кажется, что линеры не совсем мое. Я вообще уже не помню, к чему я это все записывала. Абсолютно без понятия, так что пойдем дальше. Это я встречалась с одной знакомой здесь, в Казани. Я очень рада, что у меня появились хоть какие-то друзья, знакомые, с которыми я могу погулять. Мне всегда нужен повод выйти из дома, потому что я слишком много тут сижу и ничего не делаю, воздухом не дышу и не общаюсь, так что очень клево, что кого-то нашла. Это я рисовала просто с головы, ничего особенного, в принципе. Здесь я вспомнила про задания с руками, и опять же Pinterest, пошла искать всякие референции, нашла довольно крутые.
Я не помню, чтобы когда-то рисовала руки в таких ракурсах, с поворотов там в кулачке, я не знаю. И это тоже никогда не рисовала, так что было забавно. А этого парнишу я рисовала на Драйд с очень классной художницей. К сожалению, я никогда не запоминаю чужие ники, поэтому, сорян, это очень классно, если ты это смотришь. Снова руки. Здесь уже такое более-менее обыкновенные, кроме вот этих, наверное. Хотя такое я тоже когда-то рисовала. Но все равно, мне вот руки мне очень нравятся. Это тоже трейды. Здесь красная тушь, которая, я так и не поняла, она из-за того, что просроченная, так хреново ложится, или в принципе бумага какая-то не та, потому что до этого я как раз-таки ту же самую кохинуровскую тушь спокойно использовала на этой бумаге. Я не знаю, что изменилось. Тут тоже и карандаши, и линнер, если не перо, по-моему, даже перо, и синий линнер, и что еще? Ну и красная тушь. В принципе, вышло довольно забавно. Здесь просто цветные карандаши. И да, здесь будет довольно много всяких наклеек. Отчасти потому, что я не знала, что нарисовать на таком вот маленьком участке. И отчасти, опять же, из-за того, что здесь все в карандаше, такие как бы цветные картинки могут как-то разнообразить развороты, поэтому... Ну, вот это, кстати, мои стикеры. Это тоже какие-то картинки с интернета. Мороженка и вот эта штука. И дамочки тоже на трейд, насколько я помню. Здесь... Что? Здесь было очень клево, что у этой дамы было оружие, так что я могла как-то разнообразить позу. Потому что сейчас мне как-то не очень интересно рисовать деревянных людей, которые просто стоят и ничего не делают. Здесь могла быть та же история, но... Та дамочка была в крови, поэтому я решила нарисовать, что ей кровушка очень нравится. Что я говорю? Так. Здесь я как-то расстроилась после трейдов, и Ирина посоветовала мне тупо рисовать фан-арт для себя, поэтому я выписала то, что мне нравится более-менее. Тут и всякие монстряхи, что американская история ужаса, DMC и все такое. И ничего из этого, главное, не рисовала. Только на самой последней странице там будет Спектра и Клео. Потому что я не знала уже, что рисовать. Надо было его закончить, чтобы уже сесть, записать и начать новый спокойно. Этот скетч был на трейд, и да, есть ноги, пытаюсь в ноги в полный рост. И, не знаю, мне кажется, вышло довольно клево. Здесь, опять же, вот это уже ручка, это я помню. Зря лучше поставила в карандаше и не трогала. Только испортила. А это очень веселый разворот. Наверное, кто-то со стримов моих тут будет смотреть этот обзор. Я не помню эту историю о том, как я должна была подменять свою маму на работе. И обрадовалась, что она пришла вечером, и что мне не придется идти на следующий день ее заменять. А на самом деле она потом слиняла, и мне все равно пришлось идти на работу. И сначала мы договорились, что я буду сидеть там до 12, а потом она не смогла подойти, и мне пришлось сидеть там до 8 вечера. С 8 до 8 это было дико, и там было дико холодно. Я страдала очень сильно и прочитала практически полностью «Хорошо быть тихоней», нарисовала вот эти штуки, а потом я скучала, ругалась и подпевала песенкам с моего кирпича телефона. Так что опыт. Это опыт. Окей. Здесь я вспомнила, что вообще очень редко рисую Вергилия, поэтому решила попробовать, почему нет. Какой-то рандомный чувак с кружкой, всякие цветочки, обувь с головы, что-то такое. Здесь я решила совмещать полноростые и модные штучки, потом будет еще несколько скетчей подобного плана. И он мне очень нравится, позу я, по-моему, рисовала с головы, а модные штучки из какого-то модного показа. Опять же, на Пинтересте такого добра очень много, и это клево. Здесь тоже все цветные карандаши. Здесь вот, если, не знаю, будет ли видно, блестит такая штука, это ручки.
гелевые, и они оставляют блестки везде. У меня потом все руки блестели, и здесь страница переливается. Довольно забавно. Идем дальше. Это я тоже рисовала у мамы на работе. Это был заказ. Что это за звуки? Соседи, спасибо. И дамочка, тоже платье, по-моему, с Пинтереста. Лицо так, что в голову пришло. Ничего особенного. Здесь, как видно, у меня были только красные и синие карандаши нормальные с собой. Поэтому рисовала ими. С этим разворотом есть видео. Кроме вот этих ребят, они были на заказ. Я решила не снимать это дело. Тут я тоже вспомнила про ноги. Пыталась рисовать ноги. Дамочка в полный рост. Рука затесалась где-то в углу. И баки. Этот мне не очень нравится, потому что я не хотела сильно светить макушкой видео, и при этом не очень хорошо видела, что, собственно, у меня получается, поэтому как уж вышло. Этот, в принципе, довольно классный, и ноги мне очень нравятся. Может, когда-нибудь вообще хорошо будет получаться. Эти дамочки для моего сета с наклейками. Тут одна, кстати, будет на одной из страниц. Они, да, они клевые. Я сделала... Что? Я покрасила просто заливочкой, и мне очень нравится. Кроме того, даже сделала значки, и они тоже очень классные. Так что да. Решила вклеить просто, чтобы не выбрасывать, потому что, над этим я тоже работала. Почему нет? И, как видно, вот это вот как раз у меня страница вылетала разок. И вот это вот все дело. Это я тоже рисовала на встрече уже, можно сказать, потому что сходки не устраивают ребята еще, наверное, с осени. Все это как-то стухло и очень грустно. В Екатеринбурге, я помню, мы как-то больше продержались, где-то месяца 3. Ну, пускай как есть, так есть. Я могу и дома порисовать без проблем. Этого парнишу я рисовала с головы. Очень долго не могла решить, какую, собственно, ему прическу сделать. Поэтому вышло что-то такое странное. Писюшный кактус, опять-таки, если кто-то был на моих стримах, он, наверное, будет в курсе. Наверное. Здесь какая-то мошка летает. Спасибо. Спасибо, мошка. И дамочка снова в полный рост, с очень длинными руками и короткими ногами. Я просто понимала, что они здесь полностью не влезут, поэтому решила их как-то уменьшить. Но все равно выглядит очень клево. И здесь линер, в принципе, черный был очень даже кстати. Вообще, вот этот разворот мне очень нравится. Это мне сон приснился, я не буду сильно объяснять эту тему. Это тоже одежки с Пинтереста. Просто ищу всякие модные показы и рисую. Или со всяких фотосессий. Вообще, Pinterest очень годная штука, если ты не знаешь, что рисовать. Очень годная. Pinterest и фанарт. Здесь я работала немного над ногами. Я не уверена, насколько глубоко в академизм я буду уходить в будущем, но мне стоит разобраться, как это в целом работает. Разобраться в мышцах, в формах. Короче, надо работать над этим, чтобы все выглядело хотя бы адекватно. Тоже дамочка с какого-то скриншота с фильма. Это я рисовала тоже со скриншота из девушки из Дании. И Ньют. Какое совпадение! Какое совпадение! Ой-ой! И рандомная картинка с интернета. Не знаю, очень милый парень. Я не знаю, почему мне так нравится его рисовать. Здесь разворот так себе, очень, не очень классные, но хотя бы адекватные уши, милые дамочки, опять же, ноги, что всегда очень классно. Эта дамочка мне не очень нравится. Мне кажется, надо было сделать ее либо в одном цвете, чисто контуром, либо только линерами, что ли. Не знаю. Мне нравится поза, но не нравится, как я карандашами все это сделала. А здесь я залепила лицо, потому что оно было какое-то упоротое, а карандаши полностью здесь не стираются, так что не нравится, либо клей бумажку и перерисовывай, либо клей наклейку.
и забей. И попытка в лебеде. Кстати, никогда, по-моему, не пыталась рисовать лебедей серьезно. Тоже какой-то опыт. Это снова со сходки, только уже с моей собственной. Я написала в паблике, чтобы все знали, что я переехала в Казань. И на сходку пришли две милые девочки. Мы с ними посидели, поболтали. Они угостили меня мармеладками, и, в принципе, было очень мило. Это все уже с головы. Эти парниши тоже, по-моему, Что? По фото с Пинтереста. Даже для таких простых образов не нужны фоточки. Я попытаюсь рисовать что-то свое из одежды в следующем скетчбуке, просто до сих пор как-то не чувствую себя уверенной. И, наверное, я уже когда-то говорила, что я люблю себя гнобить, и если у меня что-то не получается, мне будет плохо. Но я буду стараться. Потому что, и чувствуешь себя лучше как-то. Гордиться начинаешь, что хорошо получается. Когда хорошо получается, если ты полностью сам все придумал. Это уже поза с головы, и одежка тоже. Эта дамочка еще, по-моему, по фото, но вот эти все иероглифы сползли. Я не знаю, почему я нарисовала их так низко. У меня бывают иногда проблемы с расположением. Я могу нарисовать, допустим, человека слишком низко, и ноги не вместятся, хотя вот сверху вот самое нужное вот это пространство. Довольно грустно. Тоже по фото, какие-то модные фотосессии. Еще руки и скетч со Стивом и Баки, который мне не очень нравится. Спасибо за стук. Спасибо. Обожаю просто соседей. Хотя я не уверена, действительно ли они здесь длинные, или все потому, что я не нарисовала ноги, и чисто визуально они кажутся длинными. Не знаю. Да и в целом скетч как-то ни о чем. Пусть будет. Не знаю. Не знаю. Здесь снова модные парниши. Тут с ногами случилась какая-то страшная ситуация. Но стирать уже было поздно, потому что, как я уже сказала, карандаш здесь плохо стирается. И все равно будет виден какой-то след. Поэтому я не стала заморачиваться. И нарисовала этого парнишу, который вышел очень классно. Здесь тоже одежка с какого-то модного показа. И это мои стикеры с птичками, которые тоже очень классные. Я люблю свои стикеры. И дамочка тоже очень классная. Позу уже сама придумывала. Одежда, по-моему, тоже еще с фото, но мне все равно очень нравится, как вышел этот скетч. Даже решила ничего больше здесь не рисовать, просто залепила стикеры и все, и довольна. Идем дальше. Это тоже вот, собственно, то, что вышло из тех дамочек. И еще одна моя птичка. Здесь я использовала референсы с позами и фото с модных показов одновременно, чтобы они были очень модными и крутыми. Ну и в целом, чтобы попрактиковаться в полноростах и в таких экшен-экшен позах, так скажем. И сидячие парниши, которые, видать, подустали. Но вот эта страница мне очень нравится. И этот парниш тоже. Здесь как-то, опять же, не вписалось расположение. Надо было тоже его поднять немного, чтобы подошва вписалась. Но как есть. Стирать уже поздно. Это тоже рисовала на одной из встреч с моей новой знакомой. И мы сидели в Бургер... Это я уж точно не... что такое? Бургер Кинг. Мы сидели и понабежали... Что происходит? Понабежали школьники. И я вспомнила Свои школьные годы. Господи, что происходит? И, короче, они пронесли в пакете то ли блейзер, по-моему, это был блейзер, и было очень грустно. Потом мы собрали манатки и ушли, но я успела нарисовать вот это. Тоже должны быть экшен-мэкшен ребята, но движения как-то маловато. Может, чисто из-за того, что у меня практики в этом нет практически. Практики практически нет. Здесь тоже какие-то модные ребята. У меня не вышло лицо
с первого раза, потому что я пыталась рисовать вот фиолетовой ручкой, она как-то вела себя очень странно. Потом я перемазала лицо вот таким вот серебряным маркером, который перекрывает вообще все. Попыталась нарисовать лицо уже линером, у меня снова не вышло. И я психанула, взяла свой акрил и перемазала лицо акрилом и добавила вот эти на лямочки тоже. В принципе, вышло довольно клево. Мне нравится этот разворот. И последняя страница. Это рисовала буквально сегодня. Это вчера или позавчера. Господи, хватит стучать, пожалуйста. Какие-то одна, по крайней мере, экшн-дамочка. Я не уверена, что ей в такой обуви будет удобно шпионить или драться, но пускай. Милые собачки. Я не знаю, почему я до сих пор пытаюсь собачек. У меня что собаки, что коты очень упоротыми выходят. Я не знаю, что с этим делать. И такая очень занятая модная дамочка. Здесь я тоже использовала фото с Pinterest с модными штуками. И, собственно, фанарт. Почему? Почему? Потому что я не знала, чем заполнить последнюю страницу. И это у нас Клео и Спектра из Monster High. Самые любимые мои выпуски у Спектра — это вот эта теннисная серия. Мне вообще очень редко нравится то, что делают вот эти фирмы, фабрики, компании, образы в целом. Но у меня, кстати, есть даже такая Спектра, и она была БУ, но с ракеткой. Мячика, по-моему, нет, но ракетка и что там, чехол есть вроде. И она очень классная, мне нравится. И Клео, по-моему, из серии Gloom and Bloom тоже довольно классная. Я ее хотела когда-то себе, но сейчас как-то и денег нет, и не горит, в общем, но, возможно, когда-нибудь тоже куплю. Посторонние звуки, дом монстра. И все на этом. Ждать 3 месяца, чтобы получить вот это. В принципе, в целом довольна. Мне очень нравится вот эта, скажем, вторая треть скетчбука, и середина неплохая. Эта страница тоже, хоть и от скуки, но довольно забавная. Начало было слабоватое, но скетчи с руками очень классные. И в целом я рада, что поработала над руками и рисовала персонажей в полный рост. И то, что у меня неплохо вышло, что пыталась придумывать какие-то позы с головы, потому что, скажем, последнюю страницу я никогда не заполняю. Вот это Спектра с головы, поза. Тут практически промо-фото, так что не считается. Вот это тоже. Несколько я реально придумывала сама, не использовала никаких фото и всего такого. Так что да, это все. Напишите, что вы думаете по поводу этого скетчбука, какие развороты вам понравились больше всего. Надеюсь, этот обзор вас... Что? Надеюсь, этот обзор вас как-то впечатлил, вдохновил. Господи, что со мной происходит? Начало такое хорошее было, потом начала нести какую-то чушь. Ну ладно, хоть что-то. Хотя бы порадуйтесь, я думаю, что вот он, обзор наконец-то. И извиняюсь также за то, что не было видосов в ближайшие 3 недели. Спасибо моему стоматиту. Не гуглите это, не надо. Мне уже пожаловались. Так что да, рисуйте почаще, заводите себе скетчбуки. И все, в принципе. До следующего видео. Скорее всего, в следующий раз я буду записывать что-то в темпере, потому что давно не было травишки. Или в акварели. Посмотрим. Так что да, спасибо, что смотрели. На этом у меня все. Всем вдохновения и пока.